Делегаты так называемого Всебелорусского собрания могут попасть в санкционные списки. С такой инициативой выступило Народное антикризисное управление, отмечая, что в списках современного аналога съездов коммунистической партии числятся исключительно марионетки Лукашенко. По имеющимся данным, 70% участников составят депутаты, а оставшиеся 30% – провластные общественные объединения. По мнению представителей НАУ, это говорит о недоверии нелегитимного ко всем, кроме своих ближайших приспешников. Тем не менее, белорусы могут сами изменить ситуацию, если заставят выдвиженцев озвучить на собрании их реальные проблемы. Для этого депутатам нужно высылать письма со своими предложениями, которые должны быть вынесены на обсуждение Всебелорусского схода. Выступив с народной, а не провластной повесткой, делегаты смогут спасти себя от неминуемых последствий. В свою очередь, НАУ в ближайшее время планирует опубликовать план по срыву антиконституционных решений, если таковые будут приняты на многомиллионном шабаше Лукашенко. Столичная госавтоинспекция объявила о начале скрытого патрулирования с использованием негласных методов слежки. Теперь наряду с обычными автомобилями ГАИ на службу будут заступать авто без отличительных знаков и маячков. При этом внутри такой транспорт оснастят всеми необходимыми техническими средствами, которые позволят отслеживать лихачей и бесправников. Видимо, гаишникам просто надоело сидеть в кустах со своими приборами в ожидании правонарушителей, да и время года для этого не самое теплое. Вот и решили стать тихарями на колесах, последовав примеру своих коллег из других силовых подразделений. Расстрелянные за теракт в Минском метро Коновалов и Ковалев были невиновны. Такое заявление сделал бывший боец антитеррористического отделения «Алмаз» Игорь Макар. По имеющимся у него доказательствам, взрыв, унесший жизни 15 человек, произошел от закладки, которая была сделана в полу, а не принесенной сумки. Напомним, что в 2011 году на станции метро Октябрьская сработало взрывное устройство. Многие помнят дикие кадры появления Лукашенко с сыном Колей на месте трагедии, когда те возлагали цветы к неостывшим трупом. А уже на следующий день режим назначил виновных. Ими оказались жители Витебска Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, которым было всего по 26 лет. Несмотря на массу нестыковок в деле и всеобщее недоверие белорусов к выводам так называемого следствия, парней осудили к высшей мере наказания и почти сразу расстреляли. 230 лет лишения свободы – такова сумма суток, полученных белорусами за все время протестов 2020 года. А общая сумма штрафов составила почти $1 миллион. Что касается арестов, то из 20 тысяч задержанных почти половина из них арестована была 2 и более раза. При этом из нескольких тысяч административных и уголовных дел прекращены были всего 20. Как минимум 10 человек получили огнестрельное ранение, 5 сотен были госпитализированы, а еще 5 белорусов убиты. Правозащитный центр «Весна» отмечает, что данная ситуация в стране напоминает практически сталинский масштаб репрессий. 7 суток за хоровод вокруг елки. Такой приговор вынес пенсионерке суд Гомеля. Так называемые представители белорусского правосудия инкриминировали женщине участие в несанкционированных колядках. Праздничное мероприятие, о котором идет речь, проходило в канун католического Рождества. Несколько жителей Гомеля собрались на праздничный пикник в лесу, развели костер, украсили елку. Видео с хороводом вокруг нее было опубликовано в интернете. Внимание силовиков привлекла женщина, одетая в красную куртку. Очевидно, у них срабатывает команда ФАС на любое использование белого и красного цветов, вне зависимости от контекста. За такое страшное преступление пожилую женщину задержали и доставили в СИЗО, а у нее дома устроили обыск. Что ж, теперь перед тем, как водить хороводы, нужно брать специальное разрешение в исполкоме. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живи Беларусь!